Всем привет, ребята! Я хотела снять это видео уже очень-очень давно, но, к сожалению, оно все постоянно откладывалось. Ну вот, настал момент, и сегодня я вам расскажу о своих любимых барабанщиков. Топ-10 любимых барабанщиков to the dream. На самом деле у меня есть всего 3 прям вот таких ярых любимчика, за которыми я постоянно слежу, очень сильно люблю их работу, люблю их талант. И есть еще дополнительно 7 человек, за которыми я также слежу, которые также пробуждают во мне мурашки и все остальное. Обожаю их посыл, их невероятную энергетику. И сегодня я вам о каждом немножечко расскажу, и, может быть, вы для себя тоже кого-то откроете. Первым, естественно, сегодня будет Джой Джортисон. Джой вообще занимает отдельную часть в моем сердце, и после его смерти, как будто бы, знаете, ушла какая-то часть меня. Я очень сильно переживала по этому поводу, и мне прям было долгое время грустно. Многие говорили, что я на него похожа, и тот факт, что я тоже учусь играть на барабанах, сразу создал огромное количество шуток среди моих подписчиков, что я его дочь. И это еще больше меня с ним как-то сближало. Он на самом деле известен не только своей игрой на барабанах, но сегодня мы будем разговаривать конкретно об этом. Я всегда при прослушивании Slipknot обращала внимание на ударные. Это же настоящее безумие, и когда я смотрела лайвы и видела, как играл Джоуи, у меня просто не закрывался рот и вытекали слюни. Я не могла оторвать глаз. Он никогда не боялся экспериментировать и отдавался своему делу по полной. Давайте немного поговорим о его биографии. Джортисон родился 26 апреля 1975 года в штате Айова, а первая ударная установка у него появилась уже в 8 лет. Он пробовал играть в различных группах, но настоящий успех к нему пришел, когда он летом 1995 года третьим присоединился к группе The Pale Ones, которая позже сменила название на Slipknot. Также Джортисон играл с такими монстрами, как Роб Зомби, Metallica, Korn. Его приглашали на сессионные работы, он часто участвовал в проектах других групп и артистов. Он говорил, что в свое время на его игру повлияли Ларс Ульрих, барабанщик Металлики, Чарли Бенатте, барабанщик Антракс, Дэйв Ломбардо, бывший барабанщик Slayer, и Дейл Кровер, барабанщик Melvins. В августе 2010 года Джортисон был признан лучшим барабанщиком за последние 25 лет читателями журнала «Ритм». Когда его попросили прокомментировать это, он сказал: «У меня нет слов. Это невероятно. Вот что напоминает мне каждый день, почему я продолжаю этим заниматься». Также в 2010 году, по мнению 6500 барабанщиков со всего мира, Джортисон выиграл премию Drummers Award как лучший метал-барабанщик. В сентябре 2013 года читатели Loudwire назвали Джортисона величайшим метал-барабанщиком мира, а в 2016 году он был удостоен награды Golden God Award на церемонии Metal Hammer Golden God Awards. Он был, несомненно, талантливым человеком, и его творчество навсегда останется в наших сердцах. Трэвис Баркер — это вообще моя отдельная любовь, у меня есть отдельный про него продолжительный видос, вы можете посмотреть, если вам интересно, ссылочка будет в описании. Вообще, это человек, который буквально убежал от смерти. Он всегда боялся летать, и вот однажды его настиг его же страх. Он попал в авиакатастрофу и выжил, после чего его отношение к жизни и к миру кардинально поменялось. Многие знают его как барабанщика Blink-182, но он настолько интересная личность с огромным бэкграундом, что я советую вам ознакомиться с его книгой или с моим роликом. Он родился 14 ноября 1975 года и уже с раннего возраста начал играть на ударных. Играл он в огромном количестве групп и сотрудничал с невероятным количеством артистов и продолжает это делать. Он не только виртуозный барабанщик, но и успешный бизнесмен, и вдохновляет меня тем, что постоянно совершенствует свою игру и не перестает работать над собой. Несмотря на то, что он всегда был приверженцем скромных ударных установок, его игра — это настоящее безумие. Барабанщик, номинированный на премию Грэмми, играет в группах Fever 333 и Night Versus. Он уроженец Лос-Анджелеса, готовый быть в авангарде нового поколения барабанщиков, которые ценят страстные выступления так же, как безупречную технику. Многие представители музыкального сообщества познакомились с артистизмом Арика благодаря его выступлению на Guitar Center Drum Off в 2012 году. Это соло собрало более 20 миллионов просмотров на нескольких каналах YouTube и вдохновило барабанщиков по всему миру. Журнал Rolling Stone также осветил
проект Арика, в котором он переключился с одной ударной установки на другую в середине соло. По мнению Musicradar.com и Rhythm Magazine, он был назван рок-барабанщиком номер 1 в мире в 2019 году. Когда Арик не занимается барабанами, он также является опытным визуальным художником и видеоредактором со степенью кинематографа. Я была на концерте Fever на Доброфесте в 2019 году, и скажу вам честно, я была в шоке от Эрика, потому что из него невероятно прет энергия. Он буквально не может усидеть на месте, он постоянно скачет, он постоянно подходит, берет рабочий барабан, подходит к вокалисту, играет, потом делает различные сальтухи и все остальное. Он очень талантливый, разносторонний человек и прям классный мужик. Если вы не были на концерте Fever, обязательно сходите. Хотя, если вы в России, то уже не сходите. Но если вы где-нибудь за бугром, то у вас есть невероятная возможность, поэтому не упустите ее. Евгений Новиков на данный момент больше известен как действующий барабанщик Slaughter to Prevail. Он занял первое место во всероссийском конкурсе Russian Fastest Drummer 2013 года, сыграв ровно 1000 одиночных ударов руками за 1 минуту. Первое желание сесть за барабаны у меня появилось в возрасте 14 лет. В итоге за инструментом я оказался в 15. Поскольку до этого я много лет играл на фортепиано, я четко понимал, что не нужно пытаться заниматься самому. Не зная даже, правильно ли я держу палку или нет, так я и пошел к своему первому преподавателю, у которого прозанимался всего несколько месяцев. Потом по разным причинам я все же, к сожалению, пару-тройку лет занимался сам. Что-то искал в интернете, что-то пытался подобрать на слух. КПД, естественно, из-за этого был крайне низким. После чего я понял, что если хочу действительно добиться высоких результатов и стать профессионалом, мне надо срочно идти к преподавателю, к мастеру своего дела и впитывать все, что мне дают и говорят. Так я и попал в «Красный химик», к Тюфлину Михаилу Юрьевичу, у которого занимался последующие 3,5 года. И я горжусь тем, что учился именно у него. Скорость я развивал упорными каждодневными тренировками. Изначально я играл упражнения, которые находил в интернете. Затем, когда понял, что встал на месте, начал разрабатывать для себя программу сам, комбинируя то, что играл до этого, с чем-то новым. Естественно, занимался я всем этим исключительно под метроном и с таймером. Без этого все старания фактически приравниваются к нулю. На начальном этапе я прислушивался к совету многих барабанщиков и пользуюсь этим до сих пор. Я составил четкий план занятий и расписал все по дням. Например, я четко знал, что на занятия у меня есть 4-5 дней в неделю. Вот я все и раскидал. Например, один день я играю в диапазоне 40-50 и дохожу до предельной скорости. Тогда это было где-то 210-250. Так я играл где-то по 8 минут в каждом темпе без остановки. Следующий день я играю другие упражнения, очень медленно, работая над контролем и звуком, как руками, так и ногами. В третий день разбираю что-то новое. Какие-нибудь грувы или что-то еще. Вспоминаю то, что давно не играл в связи с узкой направленностью стиля. Четвертый день я играл в средних темпах минут по 10-12 без остановки, тем самым прокачивая выносливость и плюс старался внедрить какие-то новые фишки. Ну и последний день я, как правило, отдавал рандому. Чем я считал, что нужно заниматься побольше, тому и уделял время. План занятий, в принципе, такой и по сей день. Комплекс упражнений, входящих в него, я меняю где-то раз в 2-3 месяца. Так прошло время, и я понял, что научился играть действительно очень быстро. Как только я узнала о группе Slaughter to Prevail, мне сразу же захотелось узнать, кто же их барабанщик, потому что эти невероятные партии всегда взрывали мой мозг. Он очень талантливый человек. Когда я с ним познакомилась, я поняла, что он очень приятный человек. Когда я увидела его игру вживую, это было тоже что-то невероятное, потому что он отдается полностью. Он отдается полностью, даже если он болеет, он все равно просто всю энергию вливает в барабаны, ты это чувствуешь, ты это слышишь. Я обожаю смотреть на все это действие и ни в коем разе не пожалела, что пошла на их концерт. По-моему, у них будет еще в ноябре в Москве и в Питере, так что не упускайте эту возможность, пока есть концерты, идите и обязательно посмотрите на игру Жени вживую. Винсент родился в марте 1964 года в Абелине, штат Техас. Поскольку их отец Джерри Боб Эббот сам был музыкантом, Винни и его брат Даррел Лэнс Эббот рано проявили интерес к музыке. Винсенту очень увлекали барабаны. Сказалось влияние барабанщика группы Kiss Питера Криса, а также Томми Олдриджа, который играл с Пэтом Треверсом в то время.
Также на него оказали большое влияние такие драм-легенды, как Джон Бонем, Микки Ди, Нил Пирт, Томми Ли, Алекс Ван Хален и многие другие. Новый тренд на 2 рабочих бочки вдохновил его и в 1983 году. Он уговорил отца купить ему второй бас-барабан. И поскольку металл в основном взорвался в 80-х годах, Винни очень хотел практиковать свою скорость, точность и выносливость. Но помимо этого он обратил внимание на один существенный элемент – грув. Ты можешь обладать безупречной техникой и отличным материалом, но без кача у вас не будет никаких шансов. Джей – сын барабанщика Макса Вайнберга. Маленький Джей увидел впервые отца в деле в 1999 году. Примерно в то же время отец отвел его на Ozfest, чтобы посмотреть выступление Slipknot. Это вдохновило его и дало сильную привязанность к хэви-металу и другим интенсивным музыкальным жанрам. Он начал играть на гитаре в 9 лет, на басу в 12 или 13, затем в 14 лет он увлекся барабанами, получая лишь несколько уроков от отца без особых инструкций. В основном он изучал все сам, используя старое оборудование своего отца. В 2014 году Вайнберг принял участие в записи 5-го альбома Slipknot The Great Chapter и в последующем туре заменил ушедшего в 2013 году Джоя Джордисона. Его личность долго держалась в секрете, пока драм-техник, который до этого занимался установкой ударных для нового барабанщика и который был впоследствии уволен, не выложил в свой инстаграм-список, который заносит участников группы, среди которых числился и Вайнберг, после чего не осталось сомнений касательно того, что Джей действительно новый барабанщик группы. На самом деле у меня нету прям какого-то фанатизма к Джею, я просто его очень сильно уважаю, потому что он, во-первых, вывозит все партии, которые написал Джой Джордисон, и мало того, что вывозит, он еще и очень крутые свои пишет сейчас в новых альбомах, тоже безумно талантливый барабанщик, у него всякие интересные там есть и фишечки, моментики, он определенно достоин уважения, и он 100% находится в списке моих любимых. Люк Холланд, 28-летний барабанщик из Аризоны, стал широко известен благодаря своему каналу на YouTube. На фоне быстро набранной популярности его пригласили в группу The World Alive. За барабаны Люк Холланд сел в 10 лет, любовь к которым передалась ему от отца, профессионального барабанщика. Было нелегко, но тем не менее не так давно я был обычным школьником с планом выучиться на врача, так что все возможно. Главное – внутренний драйв на пути к мечте. Настоящий интерес к музыке появился все же не благодаря отцу-барабанщику, а находившейся по соседству репетиционной базе, из стен которой доносились ласкавшие слух низкие частоты бас-барабана с прорезавшимся воем гитар и всплеском тарелок. Технике игры на установке я не учился, но 3 семестра отыграл в маршевом оркестре в колледже, и это сильно помогло мне впоследствии. Игра на маршевом барабане – это хорошая школа освоения рудиментов и динамики. Сильное влияние на меня оказали госпел-барабанщики. В 15 Люк начинает играть в местной группе. С этого момента он задумывается о своем продвижении в мире интернета. Знаю, что звучит стрёмно, но когда я создал свой YouTube-канал, мною двигало желание прославиться. Смотря кавера других барабанщиков, я замечал, что мало кто приближается к оригинальной партии. В общем, Люк подумал, что может сделать это лучше, и записал свое первое видео с помощью бас-гитариста своей группы. Загружая видео в YouTube, парни не надеялись набрать и 100 просмотров. И тут посыпались тысячи просмотров, и я решил записывать кавера дальше. Я подбирал песни, которые ставили передо мной новые планки. Я старался играть в точности оригинальную партию и добавлять часть себя и импровизации. Бывало так, что я брал песню, где барабанов нет, и придумывал свою партию ударных. Не знаю, что заставляет людей подписываться на мой канал, но чего ломать голову, я с радостью это принимаю. Но социальные сети имеют и свою темную сторону. Каждый день на меня льется волна хейта, не всем нравится, что я делаю. Зато у меня много знакомых по всему миру, много фанатов нашей группы, которые поддерживают нас, скупая наши записи. Также Люк сейчас успешно играет в группе Fallen in Reverse. Самус Пауличелли родился 14 сентября 1987 года в Риджвуде, Нью-Джерси. Самус начал свои музыкальные занятия в возрасте 2 лет, когда его родители заметили, что он играет в барабанные ритмы на подгузнике, поэтому они начали ставить ему старые кастрюли и сковородки. Через год ему купили юношескую ударную установку. Он начал уроки игры на барабанах несколько лет спустя, когда стал достаточно взрослым, чтобы кто-то взял его на обучение, и тогда все началось. Когда Самусу исполнилось 14 лет, он увлекся игрой на двойных бас-барабанах, и когда понял, что уже научился всему, что мог, у местного учителя бросил уроки и купил видеокассету Майка Порнтоя. С тех пор он учился самостоятельно. В 15 лет Самус взял в руки старую акустическую гитару своего деда и начал изучать Sweet Home Alabama. Затем он продолжил обучение игре на гитаре
и басу, разучивая песни на слух. В настоящее время Самус проживает в Виннипеге, где снимает видео на YouTube, ведет прямые трансляции и записывает работы в своей домашней студии. Вят став профессиональный барабанщик и создатель контента на YouTube. Канал Вята собрал огромное количество поклонников благодаря его виртуозным каверам на барабанах, реакциям, а также интерактивным видеоурокам игры на барабанах, которые вдохновили сотни тысяч зрителей. Благодаря более чем 8-летнему контенту на YouTube Вят хорошо известен поклонникам металла, рока и панка со всего мира. Его стиль игры театральный и агрессивный. Помимо YouTube, Вят работает сессионным барабанщиком и частным преподавателем. Десятилетняя Нанди Бушел, вне всякого сомнения, является очень талантливым ребенком. И дело не только в умении играть на барабанах. В YouTube много способных кадров, причем и помоложе, а в ее заводной харизме. Маленькая барабанщица не только собирает миллионы просмотров, но и очаровывает многих звезд рок-музыки. Однажды Нанди прославилась битвой на барабанах со знаменитым Дэйвом Гроллом. Кульминацией схватки гигантов, привлекшей большое интернет-внимание, стало то, что каждый из участников написал тематическую песню специально для битвы. Также у Нанди была возможность пообщаться в видеочате со своим соперником. В конце концов, барабанщик Нирваны благородно признал свое поражение. Красивый жест, бесспорно. После этого Дэйв даже анонсировал совместную с Нанди песню. Но Нанди на этом месте не останавливается. В последнее время она зарекомендовала себя еще и как гитаристка и бас-гитаристка. Причем играет она на новых для нее инструментах все с тем же обезоруживающим шармом. Звезды не могут пройти мимо этой талантливой и энергичной девочки. Ленни Кравиц подарил ей новенькую установку. Подарок сопровождался видеороликом от Кравица и известного джазового барабанщика Нейта Смита. Ударная установка не единственный подарок, который Нанди получила в 2020 году. Том Морелло подарил ей одну из своих гитар, после того, как она исполнила кавер на одну из песен из репертуара Rage Against the Machine. Джон и Лунги, родители девочки, заметили талант Нанди, когда купили ей игрушечную барабанную установку. Нанди было всего 5 лет, но тем не менее она произвела на отца музыканта сильное впечатление. Джон сам играл в группах с подросткового возраста и смог оценить природные способности дочки. Вот что он рассказал в интервью. «За годы игры на сцене я встречал много разных барабанщиков, порой очень хороших. Сам я на барабанах не играю, но прекрасно понимаю, что такое чувство ритма. Когда мы подарили Нанди барабаны, ей было всего 5 лет. Она мгновенно начала играть ритм, причем с идеальной точностью. Я не мог поверить в то, что слышал, она играла идеально. И делала это абсолютно инстинктивно». Сейчас папа Джон полон решимости продвигать и дальше музыкальную карьеру. Нанди. Нанди на самом деле невероятная девочка. Как только я впервые увидела ее в Инстаграме, меня впечатлила безумно ее вот эта энергия. Ей было, когда я ее нашла, всего, по-моему, 8 или 9 лет, но она уже играла так, как будто бы, я не знаю, ей уже все 30, и она уже познала, преисполнилась в барабанах по полной программе. Из нее прямо, вот знаете, прет. Вот просто прет, и вы смотрите, и вы не можете остановиться смотреть на то, как она играет, потому что безумно талантливый ребенок. Я не знаю, она также играет и на басу, и на гитаре, владеет всеми инструментами, потрясающая девочка, очень талантливая, видно, что родители тоже в нее вкладываются. Я до сих пор за ней слежу, мне просто интересно, куда ее вот все это приведет. Наверняка на какие-нибудь вершины, потому что она этого достойна. Это просто сразу видно, что это дар Божий, понимаете. Ну что ж, и на этом все. Честно, люблю каждого по-своему, по отдельности. И мне теперь очень интересно узнать, какие у вас любимые барабанщики. Вы можете написать хотя бы просто группу, можете написать конкретно человека. Мне будет очень интересно почитать. И напишите также, кто вас больше всего впечатлил там на живом выступлении. Не обязательно, чтобы вы конкретно были на этом концерте, но, может, вы смотрели какие-то лайвы, и вы думаете, господи, это вот невероятный человек. В общем, пишите обязательно все в комментариях. И также поддержите этот видос лайком, мне будет очень приятно. Также поддержите меня подпиской на канал, сейчас это мне очень необходимо. Также внизу в описании будет очень много разных ссылочек на различные соцсети. Буду также признательна, если вы и там меня поддержите. Для материальной поддержки есть Boosty и все остальное. Короче, спасибо вам большое за просмотр. Пока.